Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители и подписчики канала Рыболовные сети и рыболовные мережи. Рад вас приветствовать на канале. Сегодня с вами мы рассмотрим вопрос непосредственно пришивания коридора к чулку. И коридор у нас будет расширяться относительно чулка. То есть я вам покажу один из способов крепления непосредственно. Не все коридоры так крепятся, но вот один из способов. Он состоит в чем? То есть чулок, который непосредственно пойдет, да, я пришиваю вот тут, скажем, с краю, пришиваю с краю. То есть чулок, который идет, он идет диаметром меньше. И из этого чулка, то есть создастся горловина, и уже пойдет расшиваться коридор, да, большего размера. Вот я читал, сколько необходимо петель, да, тут пометочку сделал. И начну сейчас уже пришивать сюда, непосредственно расшивать уже сам коридор. То есть я тут подготовил, скажем так, то, что мы проходили уже с вами уроки непосредственно, да, уроки, мне необходимо крепиться вот сюда. Вот это расстояние, оно берется относительно ячеи. Его можно замерить как по ячее, также можно его замерить и, допустим, линейкой, да, или сделать отметку на игличке. То есть пришиваем тот же самый, там, скажем, узел, да, как пришитие, скажем, расшитие, один из способов узлов, ну, который вам удобно, скажем так, да, непосредственно, который вам удобнее, тот вы выбираете для себя. И уже, то есть я закрепился. И теперь необходимо, то есть уже собирать, неправильно закрепился даже, надо в два расстояния здесь взять. Побольше ячейность, потому что я креплюсь сюда. Тут надо взять два расстояния. Я взял одно. Значит, расшивание коридора, я же говорю, еще раз повторюсь, один из видов. Способы по возможности я вам буду показывать непосредственно. Способы расшития. Тут изначально пристегнуться необходимо взять два расстояния. То же самое, что есть урок на канале сшивания там сетеполотен, допустим, сращивание сетеполотен. Тот же самый, скажем, момент и здесь. Пристегнулся. И теперь, чтобы мне необходимо расширять коридор, необходимо его расширять, да, вот пошли ячеи дальше. Мне необходимо его расшить в 3 ячеи. То есть не в одну, там можно его расширить, допустим, в 2 ячеи, да, к примеру. Но данная конструкция подразумевает расширение, надо сделать на этом виде мережи такое, чтобы было в 3 ячеи относительно чулка. Подстегивают 3 ячеи. И на каждый узел теперь, вот когда я подобрал 3 ячеи, опять же эту размерность вымерить, что необходимо, или линейкой, да, или вот так проще по ячее, или на глаз, кто уже там более опытный, да, 3 ячеи. И тот же самый подхватываю эти ячеи, делая узел. А с той стороны мне необходимо также, расшиваясь по одной ячее, прихватывать по одной ячее. Специально хорошая дель, должно быть видно хорошо. И также здесь я начинаю расшиваться в этот ряд. Также делаю узел. Все то же самое. Просто в каждую ряд там
в каждый ряд добавляем 3 ячеи. Необходимо расшить. Беру следующие 3 ячеи. Следующие 3 ячеи. Также замеряю. Замеряю. И также делаю узел. Да. И так далее. То есть необходимо все это провязать. Все. Спасибо за внимание. Всем хорошего дня, удачного и хорошего настроения.